моя родина, русский язык. Потому что я на этом языке молчу, плачу, смеюсь, сплю, сны вижу. Это какой-то тяжелый комплекс. Обвинять людей, что они соучастники преступления, потому что они не хлопнули дверью. Если еще раз вы будете в чем-то обвинять евреев, я немедленно отсюда ухожу. В России нельзя уставать. Понимать себя, не бояться самих себя. Вот что самое главное. Почему вы плакали? От беспомощности. Потому что я ничего не могу. Сколько вам лет сейчас? Это же можно говорить? А нужно? А вот вы знаете, мне трудно произнести. Ну и не говорите. Не буду. Ее и так все знают. Она большая. Я хотела спросить, в чем секрет? А нет секрета. У меня хорошо выглядит характер. Это папин характер. Папин, мамин, они такие были. Только они жили мало. Их погубила медицина. Папа не проснулся от наркоза неудачного. Там его спас Иван Манюх от верной смерти, хирург, который был бандеровец. Но, по-моему, его не остановило, то, что папа был еврей, и он дружил с папой. Потом, когда папа вернулся, и он вернулся, он писал ему все время письма, и однажды к нам приезжал. Такой, по-моему, в небо человек, по-моему, не знаю, какого у него роста был. Он 2 с чем-то метров. Чудный мужик Ваня Манюх. А здесь его вот неправильный наркоз сделали. А маме сделали нехороший укол. У нее сердцем было плохо. Я вызвала скорую, какие-то приехали ребята, сделали ей укол неудачный и спровоцировали инфаркт. И она умерла через несколько часов. Отсюда ее выносили, из этого подъезда, в который вы входили. И я осталась. А Фима умер, ему было 39 лет, мой муж. 39 лет, представляете? Рак. За полгода загорел. Так что все. И вы больше решили не выходить замуж? Замуж нет. У меня через некоторое время, через 10 лет, у меня был человек, который меня 8 лет прожил, но мы разошлись. Был гражданский брак. А муж у меня был замечательный. Замечательный. Это мама, когда... Это мама, когда папу арестовали. Мама никогда не поправилась, нет. Она так и осталась со своей фигурой. Это мой муж. За 2 недели до смерти вот эта фотография. Он был совершенно замечательный человек. Это братья. Это братья, папа и его Это брат папа, да? тоже. Это Моисей, юрист. Моисей Гербер, очень известный был в Москве юрист, который тоже сел в 1941 году. Это пораженческий разговор. А это кто? Это семья моего мужа, Зельдовича. Купцы первой гильдии в Москве. Дом 23 на Старом Арбате. Это был дом Зельдовича. Можете, будете проходить. Буду проходить, да. Знаете, это дом Зельдовича. Обалдеть. Да. А какое у вас самое первое воспоминание? Ну, елка. Детская. Елка. У нас там Фурманов, у нас там высокие были очень потолки. 3,70. И елка, которая упиралась в потолок. И звезда, которая просто упиралась в потолок, казалось, что она сейчас туда улетит, на небо. И помню, на этой елке мамина двоюродная сестра из Парижа, она была модель. Надя такая, да, тоже такая красавица, как мама, тоже с такой фигурой. Она прислала мне платье, это платье я буду помнить до конца своих дней. Голубое платье шелковое, все расшито. И лакированные туфельки. Мне было 5 лет. Мне одели лакированные туфельки, это голубое платье и громадный бант. Вот это я помню, эту елку и дикое количество детей. Очень много детей. Наверное, весь двор собрался, что ли. Папа такой был. Если мы шли в парк, он забирал весь двор с собой. У меня было счастливое детство. Я не помню ругани в доме. Я не помню конфликтов. Один раз в жизни, и я запомнила это, и буду помнить всегда, папа назвал маму дурой. Я так плакала, я так рыдала, потому что мне казалось, что жизнь кончилась уже на этом. Ну, было тоже лет 7, наверное. Это было счастливое детство.
Это был по воскресеньям МХАТ, это был Большой театр, это была консерватория, это была просто обязательная традиция. В основном с папой. Мама в это время готовила какой-нибудь роскошный обед воскресный. А война? Но война – это уже другое совсем. Были жуткие уже бомбежки, это уже был октябрь месяц. И папа сказал, все, вы уезжаете. А он оставался заводом. А завод потом переехал в Куйбышев. Они делали «Катюши», кстати говоря. Он нас посадил в этот поезд, там было много народу, он был набитый. Мы в купе в нашем было, по-моему, человек 10. Вот мы ехали. Мама и моя тетя, еще братик мой был двоюродный, жена вот моего дяди, другого дяди, который тоже сидел, Вальчика, с моим братиком. Они сидели все время, потому что лечь было негде. Мы приехали, куда? В Ташкент. Мы жили там в какой-то избушке, то есть не избушке, а землянке. И там у нас была печурка. И бабушка целый месяц ехала из Киева и до нас доехала. Бабушка моя из Киева. И вот мы жили втроем в этой землянке. И там была печка, почему я так упорно об этом говорю. И в одну прекрасную ночь, в кавычках, забыли все это потушить. И мы угорели. И я проснулась. То мама уже была без сознания, бабушка тоже. И я стала кричать. Приезжали соседи, их вытащили. В общем, с трудом откачали. Потому что мы угорели. Так мы жили. Мама, чтобы как-то нам было на что жить, устроилась чернорабочим на завод, чтобы таскала мешки, чтобы иметь рабочую карточку. А я в школу ходила и приносила домой жмыховую кашу. Нам там давали жмыховую кашу. Я брала лишнюю порцию, мне давали, потому что у меня была малярия, я была похожа вообще на тень Гамлета. Не так отца, как самого Гамлета. В общем, это было что-то невероятное. И чтобы мы как-то не голодали, мне давали лишнюю порцию жмыховой каши, а я приносила ее бабушке. А потом мы по карточке покупали хлеб. Такой не батон, а как это называется? Кирпич. Кирпич, именно кирпич. И что делала моя бабушка? Да, и давали нам по карточкам такие подушечки, конфетки, где такое повидло было внутри. Моя бабушка, она же была великий кулинар, великий. Она так готовила. На русской Пасхе все соседи просили ее делать Пасху, потому что они так не могли, как бабушка могла. И так, как она пекла куличи. Короче говоря, она же зарезала этот кирпич на такие вот квадратики. Эти подушечки она разламывала каким-то образом и намазывала на эти очень аккуратненькие кирпичики, уже маленькие, это повидло. И шли мы с ней на Алайский базар. Бабушка была с таким подносом, и она продавала пирожные. Это были ее пирожные. Вот мы ходили продавать. И уже все знали ее, Софья Соломоновна, где ваши пирожные. Еще хорошо помню, мама схватила, когда мы уезжали, 2 отреза очень красивых. Ей брат привез из Львова. Он был на фронте с первого дня до последнего. И до войны он ей привез из Львова, купил 2 красивых отреза крепдышиновых. И она их засунула. Когда мы уезжали, засунула в маленький чемоданчик. Я очень хорошо помню, как мы пошли продавать эти отрезы на этот же самый Алайский базар. Мама плакала, потому что ей очень хотелось, чтобы у нее были когда-нибудь такие красивые платья из этих отрезов. Потом за нами приехал папа, и мы очень скоро вернулись в Москву. Но вернулись, все несчастье началось с этой чертовой квартиры. У нас было 2 комнаты в коммуналке. Это был Неповский дом, и там были шикарные квартиры. Папе дал эту квартиру Орджоникидзе. Это брат Орджоникидзе, который взял его из Луганска, взял на завод шарикопошивника. Папа был очень талантливый человек. Короче, там была одна комната 30 метров, а другая 18. И пока нас всех не было, папа был в Куйбышеве, мы были в Ташкенте, эту комнату большую, 30-метровую, захватил наш домоуправ новый, по фамилии Черный, Федька Черный, бывший буденовец, большой говно, извиняюсь, конечно. Вместе со своей женой Литкой, которая каждый вечер напивалась. Напивалась она не водкой, не вином, а чефиром. Потом она постепенно теряла сознание и наутро приходила в себя. А еще у них была собака.
очень красивая собака. Лучшее, что было в этой семье. Мы же ничего не знали, что именно он посадил моего папу, потому что папа стал бороться за возвращение комнаты. Папа сел, потому что этот Федька Черный написал на него донос вместе с другим соседом, Семеном Давыдовичем, чудным человеком, замечательным, добрым, милым, трусливым евреем, который тоже подписал, как я теперь все это знаю, это донос, что папа агент иностранный, американской империализма и сионизма международного. Великий фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь» можно смотреть бесконечно. И не в последнюю очередь потому, что там очень много ужасно интересных героев второго плана. Своих персонажей Феллини искал по всему Риму, в том числе и в Русском собрании. Например, князя Маскальчи играет ни много ни мало настоящий русский князь Вадим Григорьевич Волконский. Правнук знаменитого декабриста родился в Алжире, потом вернулся на родину предков и воевал в Белой армии, а после ее разгрома, как и многие белые мигранты, перебрался в Европу через Константинополь. Сегодня многие тоже отправляются в долгий путь эмиграции через Стамбул, откуда разлетаются по разным странам в зависимости от того, какие документы удалось оформить. А помочь выбрать оптимальный вариант для эмиграции могут в компании Рикоце. Компания оказывает полный цикл услуг в области репатриации и второго гражданства. Сперва вам помогают понять, как и на какое гражданство вы можете рассчитывать – по корням или на других основаниях. В числе стран, чье гражданство доступно для россиян, упомянутые выше Италия, Греция, Мексика и Израиль. А еще можно оформить вид на жительство Евросоюза. Следующий шаг – сбор и подготовка нужных документов. И это в Рикоце тоже берут на себя. Поиск необходимых документов – это часто самый долгий и затратный процесс при оформлении второго гражданства и репатриации. Иногда приходится делать по нескольку запросов в архивы, от которых очень трудно добиться ответа. А часто бывает так, что даже не знаешь, какие документы искать. В Рикоце вам предоставят списки всего того, что необходимо собрать, найдут недостающие документы в архивах и отправят их в правильные инстанции. А вам останется только предоставить личные данные и проставить подписи. Если вы можете претендовать на гражданство по корням, например, израильское, то вас, помимо прочего, уже на месте сопроводят во все нужные инстанции и помогут подготовиться к самому сложному – собеседованию с консулом. Самостоятельный сбор и оформление документов для получения второго гражданства может растянуться на годы. Но с Рикоце этот процесс можно сократить до нескольких месяцев, а иногда даже 6 недель. Переходим по ссылке в описании или вот этому QR-коду и узнаем о возможности получить второе гражданство через Рикоце. Люди, которые тогда писали доносы и, видимо, этот навык не утеряли, хотя это уже, наверное, Нет, их это внуки. милая привычка, да, такая славная. Откуда она вырастает? Как она поощряется? Она поощряется результатом. В данном случае это очень результативный донос. Он хотел, чтобы у него осталась эта комната, на которой по справедливости претендовал папа. Он делал «Катюши». За это время, пока эта сволочь занял эту нашу комнату. И получил. Эту комнату осталась за ним. А вы с мамой остались в маленькой Мы комнате? остались в 18-метровой комнате. Как папу арестовывали? Это было в ночь с 8 на 9 марта. Вечером они пришли из театра, из МХАТа. Они смотрели жуткую пьесу Суркова «Зеленая улица». Такой был страшный советский спектакль. Как всегда, после спектакля они зашли в кафе «Националь» и купили замечательные пирожные. И вот мы сидели и пили чай, и папа очень остроумно рассказывал про эту жуткую «Зеленую улицу». После чего они легли спать. А в 2 часа ночи раздался звонок в дверь. Проверка паспортов. А мы спали так. Значит, мы были 4 нас было. Бабушка с нами жила, она в Киев не вернулась. Я, бабушка, мама и папа. Папа с мамой за ширмой. Я где-то в углу. Такая кроватка у меня была, а бабушка на диванчике. Входит наша Ирка, дворничиха, в лиловой майке. И 3. Показывает документы и, значит, входит. Дальше начинается безумие. Начинается обыск.
Я сижу вот так вот, сжавшись на своей кроватке. Мама с папой на своей кровати. Папа как был в пижаме, мама в ночной рубашке. Так и сидят, и так держатся за руки. И бабушка на диванчике. Вдруг бабушка исчезает. Как она исчезла, как она вышла, я не знаю. Через некоторое время она вошла с подносом. На подносе дымились чашки с кофе и бутерброды. И она ставит поднос, говорит: кушайте, пожалуйста. Вы проголодались, наверное, кушайте. Это бабушка моя. Она считает, как она потом, когда я говорю: зачем ты это сделала, она говорит: я всегда считала, что еда делает людей добрее. И поэтому я пошла и сделала им бутерброды. Мы не можем, мы на работе. И так этот кофе и стал. Так вот, я после этого долгие годы не могла пить кофе. Этот запах кофе, он меня преследовал. Потому что он так и стоял до утра. Когда его уже увели, он так и стоял. И папа, когда он оделся, когда он выходил, он встал перед мамой на колени и сказал: я ни в чем не виноват. Встал и ушел на 7,5 лет. В очень тяжелых, в Азерлак, это тайшетские лагеря, очень тяжелые, на лесоповале. А мы остались. И было уже, рассвет был с 8 на 9 марта. Мы сидели, кофе так и стоял. И вдруг, значит, мама посмотрела на часы. Мы сидели, просто сидели, молча, мы ничего не говорили. Мы даже не плакали, ничего. Но вот тут мама стала одеваться. А мама учительница в школе была немецкого языка. Она стала одеваться, у нее был такой костюмчик черненький. И такая вот кофточка, вроде как у вас сейчас. Оделась, намазала губы, и тут я. Как ты смеешь, как ты можешь? Нашего папу увели, а ты мажешь губы, ты одеваешься. И вот то, что мне сказала потом мама, это вот на всю жизнь я сказала: да, я одеваюсь, я намазала губы, и так будет всегда, иначе мы пропадем. И пошла в школу на урок. А директор школы был совершенно замечательный человек, чудный, замечательный русский мужик, прекрасный совершенно. Он уже знал, что папа арестовали. Он ее вызвал и сказал: Фаня Яковлевна, чтобы вы могли работать и дочку свою как-то довести до института и вообще вырастить, я вам даю двойную нагрузку, и работать будете. Вот такой был человек. Представляете? Это же была отчаянная смелость в 49 году. А я пошла в школу, и меня наша директриса тоже вызвала. Тоже, кстати говоря, очень была злая. Очень мы ее не любили. Она сказала: Алла, я знаю, что папу арестовали. Ничего, ты учись, мы тебя не оставим. Мама думала, что ее тоже могут арестовать? Да, конечно. Она мне показала тот чемоданчик, который, когда за ней придут, что вот он там стоит, если она будет сидеть, как папа. Папе же сказали: сидеть, не вставать, ничего. Так вот, ты знай, достань вот этот чемоданчик на антресолях зелененький. Вот это тот чемоданчик, который я возьму с собой. Да, я хорошо помню этот чемодан. Она дважды мне сказала про этот чемоданчик. Дважды. А второй раз, когда дело врачей, и все стали говорить о депортации, что будут евреев выселять из Москвы. Мама сказала, что будут нас выселять. Посадила меня, сказала: нас будут выселять, мы здесь недолго. Вот ты знаешь, это наш чемоданчик, он легкий и вместительный, поэтому брать мы будем его. Так что смотри, мало что может быть, может, меня не будет рядом, чтобы ты знала. Ехать надо с этим чемоданчиком. Эта эмоция страха, она была важная составляющая той вашей жизни? В моей жизни? Угу. Или все-таки молодость брала вверх? Нет, молодость брала вверх. Я очень жизнь любила. Как про маму мою говоришь, что она легкомысленный педант. Она была очень собранная, очень дисциплинированная, очень трудолюбивая. Ее обожали. За немецкий язык, представляете, ее обожали ученики, обожали. Придет усталая, измученная, ой, сегодня такой концерт. Нет, все, мы идем в концерт. Или гости, замечательно, немедленно. Всех зовем, всех, что есть, что быстренько. Как папа мой тоже, кстати говоря. Когда он вернулся, и пришли мы домой, и он на пороге дома, уже этой комнаты, он сказал: «Лыхаем». Первое, что он сказал, то есть за жизнь по-еврейски. И вошел в свой дом. И так он начал свой следующий кусок, маленький, очень маленький.
А этот самый Федька Черный, его Бог очень наказал. Он умер. Сначала, и тут я плакала и рыдала, погибла, попала под машину его собака. Потом умерла Литка, упившись этим самым чаем своим. Сгорела бабушка, которая жила в другом переулке, в двухэтажном домике. Она жила на первом этаже, и там был пожар. Сгорела она, и у них оказалось, как потом нам рассказали, целый сундук всяких, он же был буденовец, наворованных драгоценностей всевозможных. Колец, все сгорело, ничего не осталось. А потом умирает он. Умирает он и попадает в морг. Но он не умер. В морге он пришел в себя. У него был летаргический сон. Он видел, что он в морге, и сошел с ума. Но после этого он еще 2 месяца жил сумасшедшим. И все время ловил мышей, все время врагов каких-то, мышей и врагов каких-то. И когда папа вернулся, на дверях этой несчастной комнаты, из-за которой вот все висел тяжелый замок. И эту комнату нам отдали. Вы помните день, когда умер Сталин? Конечно, очень хорошо. Помню всю нашу кухню, которую все вышли из своих... Значит, у нас была... В тех 2 комнатах жили 2 семьи, и наша семья. И все. Все вышли на кухню. Это я хорошо помню. Когда сообщили, что Сталин умер, все вышли, и все рыдали. Не рыдала только моя мама. Но я, грешница, тоже заплакала. Чего я плакала, я сама не знаю. Но, наверное, было вот это ощущение, что вот всю жизнь кончается, что теперь будет. И только мама на меня так посмотрела и сказала: может быть, теперь папа выйдет. Что ты плачешь? Я помню, как мама своими голубыми глазами сверкнула просто. И мне стало так стыдно. Ну, папа не сразу, там еще много лет прошло, прежде чем он выйдет. Ну, очень много. Первыми выпускали тех, у кого 25 лет. У папы было 10. А первыми выпускали как раз долгосрочников. Папа в середине 57-го года. Да, очень долго. Да, долго. 4,5 года после этого, представляете? Там уже стали лучше условия. Уже папа, даже у меня есть фотографии, где у них коллектив, какая-то художественная самодеятельность. Чего-то они там изображают, поют. Папа уже под ней пел, но он руководил. А он простил своей стране это? Никогда об этом не говорил. Вообще я грешна. У меня много грехов. Это один из самых страшных. Я мало папу тормошила на эту тему. Однажды он мне сказал: ты мои кошмары, пусть они останутся со мной. Когда я пыталась из него все вытащить. А надо было все равно не отставать. Надо было все равно говорить, спрашивать. Вот как вы меня сейчас спрашиваете. Простил, не простил. Я мало с ним об этом. Вы знаете, через много-много-много-много лет спустя у меня была избирательная кампания в Израиле. Почему в Израиле? Потому что я шла в центр Москвы. Я не прошла тогда. Это когда вы коммунисту проиграли? Когда коммунист проиграли. Ну, короче говоря... 96-й год? Да, совершенно верно. В Араде была у меня встреча с избирателями. И полный зал был, и вот ко мне подошел какой-то человек, уже не молодой, потому что это был 96-й год. Молодой говорит, он говорит: Аллочка, он говорит, а я вашего папу знал. Я говорю: да, мы с ним рядом лежали в бараке, рядом нары у нас были. Какой у вас был потрясающий папа, как он читал нам всегда стихи. Я знаю, что он читал стихи, но тоже не подробно мне все это. Единственное, что я нашла, это тетрадку в клеточку, где он записывал там Ахматова, и у него был Пастернака, чтобы не забывать. И он писал в этой тетрадке школьной в клеточку, он писал эти стихи. Ну хорошо, а вы простили? Я не простила, это не то слово. Я их отодвинула. Если иметь в виду те годы, когда папа вернулся, и когда опять пошла жизнь, опять лыхаем и так далее. Я их отодвинула. Я о них не думала. В том смысле, в каком надо было бы о них думать. Вот сейчас я понимаю, что я их не простила. Но для этого надо было прожить целую жизнь, чтобы понять, что все-таки, несмотря на все мои установки, что в жизни надо прощать, и надо понять, тут я понять не могу. Я этого понять не могу, значит, я не могу простить. Можно ли сравнить ту духоту вот в
возможности говорить, возможность выступать, возможность называть вещи своими именами, которая сегодня наступила, с той, которая была в 50-е годы? Вы знаете, по-другому. Тогда даже и не помышляли о том, мы еще не знали, против чего мы, вот, как бы я сформулировала. Не то, что мы не могли говорить, мы еще не знали тогда, студенчество, что говорить. У нас еще не было протестного мышления. Мы понимали, что что-то такое не так, а у меня папа уже сидел. Это обсуждалось между собой? Нет, совсем нет. И я вам даже скажу более того, не потому что страшно, не потому что боялись. Ну, вообще, это вот не тема. С моими близкими подругами, да, конечно. А вообще это не тема. И я даже не помню, чтобы это было страшно. Уже в 60-е совсем все было другое. В 60-е мы могли формулировать. Мы рывок к свободе, мы понимали, о чем мы говорим. Мы понимали, против чего мы и куда мы. А в 70-е? В 70-е спустились на нижнюю ступеньку. Про себя протестовали, на кухне протестовали, во сне протестовали, но не на площадях и не на улице. Диссиденты были. Но вот я вам скажу честно совершенно, я знала хорошо Юру Орлова, я знала Ларису Богородскую. Я бы не стала диссидентом, потому что у меня очень рано умер муж, рано умер папа, мы остались с мамой вдвоем. Для меня это был осознанный поступок не быть с ними ближе, чем я была. Потому что я понимала, что если я сяду, то они не выживут. То есть сейчас вы хорошо понимаете чувства тех людей, которые против всего, но осознавая риски, все равно... Очень хорошо понимаю. Очень хорошо. Именно потому, что я прошла через это понимание. Мне очень важно сейчас, я сама об этом думаю, вот сказать хочу, избегать крайности, стараться понимать, стараться не бояться самих себя, не бояться своей собственной ответственности, не бояться своей былой или настоящей слабости. То есть понимать себя, не бояться самих себя, вот что самое главное. Я не себя боялась, но я боялась за своего маленького, совсем тогда маленького сына, и маму, которая уже не работала, и что они пропали. Совершенно точно. И я это понимала. Я бы никогда не вышла. Я помню, как я рыдала и плакала, когда в 68 году. 7,5 человек. 7,5 человек. Почему вы плакали? От беспомощности. Потому что я ничего не могу. У меня было много друзей, чехов, поляков. Я была близка. Я очень часто бывала в Дубне, и там в этом дубнинском городке там было много очень достойных, прекрасных физиков, поляков, чехов. И я все знала, что у них происходит. И когда вот действительно то, что написал Женя Евтушенко, танки идут на Прагу, танки идут на правду, вот это вот чувство, что танки идут на правду, но не его словами, а собственными словами, какими-то другими, вот мне было страшно, что я ничего не могу. Вот, понимаете, должна как бы, но не могу. И должна, не должна. И опять тут все непросто. Этого дважды 2 – 4 нету. Ну, нету его. Есть что угодно, только не 4. А как вы думаете, вот то, что эти люди тогда вышли на Красную площадь, что-то изменило? Вот на самом деле. Не изменило всей ситуации. Но сколько людей стали богаче, чище, достойнее, узнав об этом и пережив эту ситуацию. Во сколько людей вошло вот это знание их поступка, их мужества. Конечно, это не миллионы. Конечно, даже, наверное, не сотни тысяч. Но неважно. Пусть это тысячи, но это тоже много. Это тоже люди были обогащенные этим их поступком, знанием об этом поступке. Это что-то меняет? Это меняет человека, это меняет его окружение, это меняет его осознание своего места в этой жизни. Не надо рассчитывать всегда на миллионы. Надо рассчитывать на какие-то сильные группы людей мощных, умных, талантливых, честных. Это ужасно, что это одинокие сердца, которые выброшены.
но это нужно, мы их все-таки подхватываем. Вот я себя слушаю, это какой-то романтизм, конечно, конечно, я понимаю. Романтизм – это вообще участь дураков, прямо скажем. Потому что я сейчас, наверное, в какой-то степени дурочка. Но если в это не верить, то я вообще-то не понимаю, как жить. Какое у вас любимое время года? Ну, я банальная, наверное, в общем, все-таки весна. Осень мне грустно. Я люблю осень, но это любовь с грустью, любовь с печалью, любовь с расставанием. Понимаешь, что это все, это конец. Ну, как вот бывало и в романах. Что-то еще радостно, что-то еще греет, но это конец. И вот такое же у меня отношение и к осени. А весна – это все-таки начало, а я, наверное, все-таки человек начала, чтобы что-то было впереди. Но я вижу ноябрь и не могу никуда от этого деться. В этом году такая осень нежная, как будто бы время задержалось и не дает нам заглянуть вперед и увидеть что-то совсем уж ужасное. Да вы знаете, оно как-то соответствует нашим общим состояниям. Время действительно задержалось и не дают нам заглянуть вперед. А так как мы действительно не можем заглянуть вперед и не понимаем, что там впереди, и не знаем, куда и что и как, в каком-то смысле это даже хорошо, потому что страшно, что может быть. Страшно этот черный ноябрь как образ, как образ. И поэтому хорошо, вот даже запах осени особенный, я его очень люблю. Он какой-то такой пьянящий и необыкновенно нежный, как от очень-очень хорошего вина. Весной 22 года, когда, в общем, большинство ваших знакомых ехали из России, вы приехали в Россию. И многие тогда не поняли, почему вы вернулись, почему вы решили, что жить вы в это непростое время будете здесь. Когда я совсем еще была начинающим человеком, я любила стихотворение Маргариты Элигер. Она была не великий поэт, но стихи эти я запомнила на всю жизнь. Родину себе не выбирает, начинаю верить и дышать. Родину на свете получает, так же, как отца и мать. Что-то, это наивно, как-то так, я бы сказала, так даже пропагандистски. Она это написала в те годы. Но она написала это стихотворение о том, когда она думала, что она не знает и никогда не думала о том, что она еврейка, что она забыла об этом. Это стихотворение, кстати говоря, оно у меня было перепечатано, тогда школьницей я была. И когда папу забирали в 49 году, в ночь с 8 на 9 марта, то вместе с его чертежами, да, всякими такими инженерными делами забрали еще два предмета. Орнаменты мои, черчения, я очень много рисовала, всяких орнаментов. Решили, что это советского завода «План», наверное. И вот это стихотворение «Родину себе не выбирает». В чужой землянке руки грея, я смела спросить, кто же мы такие, мы евреи. Как ты смела это называть? И вот тогда это стихотворение, оно, кстати говоря, было первое для меня такое откровение, о котором я сама мало думала. Хотя в дальнейшем-то все пошло так, что я узнала очень нескоро, за что арестован мой папа. Совсем не знала. Только тогда, когда он вернулся, мы узнали, что он был арестован. У меня есть его дело сейчас, что он, как иностранный агент, кстати, агент международного сионизма и американского империализма. Все это черным по белому написано. То есть вот он был арестован как еврей, как я смела об этом позабыть. И об этом те свои школьные, подростковые времена вообще не думала. Это вообще не было моей темой моей жизни. Однажды совсем еще, совсем маленькая я была, и у меня во дворе кричали: «Еврейка, еврейка, бей жидов, спасай Россию». Я пришла, плачу. Он говорит: «Что ты плачешь?» Я говорю: «Мне кричали: еврейка, еврейка». Он говорит: «Так почему ты плачешь? Еврейка – это так же прекрасно, как быть грузинкой, русской, француженкой». И я так с этим и жила, что это так же прекрасно. И вот с этим и живу. И с этим, наверное, и уйду.
что это так же прекрасно, что это не особенно прекрасно, а что это так же прекрасно. Но в 22 году вы могли остаться в Израиле, а приехали в Россию. Так вот, я приехала в Россию, потому что моя родина – русский язык. Потому что я на этом языке молчу, плачу, смеюсь, сплю, сны вижу. Я не сумею овладеть уже ивритом, это точно. Я не сумею на нем жить. А для меня язык – это жизнь. И лишить меня языка – это лишить меня жизни. Я очень люблю Израиль. И я еще помню такой момент, когда я там сидела в кафе в каком-то, и шли люди, шли семьи, много детей, красивые папа, мама, красивые собаки. Идут, был такой вот субботний день. Я подумала, да, вот это мой народ. Вот это мой народ, правда. Но это не моя страна. А здесь, я не знаю, мой ли это народ или нет, но это моя страна. Не та страна, которая со своими, бывает, уродцами, со своими вывихами, со своими кошмарами, со своими язвами, с черти чем. Ну, наверное, вот потому что язык. Люди, уехавшие, обвиняют оставшихся или вернувшихся в соучастии в преступлении. Это такая глупость, это какой-то тяжелый комплекс. Обвинять людей, что они соучастники преступления, потому что они не хлопнули дверью. Кто-то хлопнул дверью, и стук этот был слышен. Кто-то сделал это тихо, незаметно, вот уехал, и все. Вот не хочу в этом жить. Я тоже в этом жить не хочу. И в этом жить мне тоже тяжело. И я еще не знаю, что будет дальше. Я еще до конца не поняла. И меня можно обвинять в чем угодно, но только не в том, что мне это вот все равно. Что я так себе живу и живу. Я живу и мучаюсь. Это, конечно, никого ни в чем не убедит. Я понимаю, что это неправильно, что это не тот союз, это не тот брак, который я должна продолжать, что это надо разводиться. Тем не менее, я вот как, наверное, слабая женщина, такие тоже есть. Я никогда не была слабой женщиной, но, видно, я слабый сейчас как гражданин. Как гражданин, наверное. Вот не побоюсь я бросить себе обвинение. Да, наверное, я слабый. Я на развод не готова. Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, что еще нужно для того, чтобы я все-таки хлопнула дверью. Я не знаю. Потому что уже достаточно, казалось бы. Но и тем не менее. Россиян много обвиняют в том, что они все поддерживают, за все голосуют и выражают со всем согласие. Это совсем не так. Я знаю даже по своим соседям. Это люди, которые понимают, которые не принимают, которые... Ой, горение огнем все. Ну их всех к черту. Дайте жить. Помните, как было у Бабеля? Дай жить, Михаил. Ну дайте жить. Дети, то, все, школы, институты, ты, мы. Дайте жить и не трогайте. Духов частной жизни, конечно. Есть активные, конечно, такие болельщики за все хорошо, все правильно, жертвы нашей пропаганды, жертвы нашего ящика. Я вам скажу такой у меня трагический случай, но очень близкая подруга. Очень. Ну, можно сказать, всю жизнь. Она одинокая, и она живет с ящиком. Вот ящик – это ее главный друг ее жизни. Ее надо показывать вообще на психологических симпозиумах, потому что как она, интеллектуалка, умница, знает потрясающую музыку, литературу, искусство. То есть супер человек, супер. И она оказалась жертвой этого ящика. Представляете, мы с ней вообще разошлись. Всю жизнь дружно. И вы не смогли ее переубедить? Не, абсолютно. Я даже не буду вам рассказывать подробности наших разговоров. Это не какая-нибудь тетя Маша, которая там 5 книжек прошла в жизни. Она интеллектуал в истинном смысле этого слова. Она миллион книг прошла. Она знает музыку как никто. Она знает балет, она знает живопись, она знает все. И она оказалась полной идиоткой. Люди, которые все понимают, они могут что-то каким-то образом изменить, как-то повлиять на ход вещей? На толпу, на массу? Да. Нет. А на элиты? А элита, по-моему, сама все понимает. Только она не хочет в этом признаваться. Она тоже из того, что все ясно, все понятно. Но только мы занимаемся делом, мы работаем.
Мы даем возможность жить не только себе, но и людям, как рассуждают наши крупные экономисты. Мы даем возможность людям выживать. Это наша задача, это наша миссия. Не все, но многие из этих крупных экономистов вот сейчас были на прощании с Евгением Григорьевичем Ясиным. Были. Я видел их лица. Видел лицо нашего главного, что называется, банкира. И лицо было полное страданий, истинной горечи, истины. Ну, я думаю, что когда-нибудь, Катенька, найдется такой или не найдется, то есть появится, родится такой, ну, не Лев Толстой, не знаю, как его назвать, который все это сможет как-то осознать, переписать и написать свой роман «Война и мир». Потому что есть какие-то вещи, которые непостижимы, понять их невозможно. И не хочется над этим, знаете, не издеваться, не смеяться, не ругаться. Вот не хочется ругаться, не хочется. Папа всегда говорил, понять значит простить. Я пытаюсь все понять, я пытаюсь. Я не могу сказать, что я все понимаю, нет. Я не могу сказать, что я всех прощаю, нет. Но во всяком случае я не хочу быть категоричной. Я не хочу быть, ах, вы русская, то есть, неважно, там, из России, ну, значит, вы говно. Это ужасно. И сколько людей только разводят руками и не понимают, почему к ним так относятся, потому что они из России. Ну что? Мы из России. Ну, Россия, это мы. Мы оттуда, где был Рахманинов и Рубинштейн. Мы оттуда, где был Толстой, Достоевский. Мы оттуда, где был Тарковский, где Сокуров, где и сейчас есть немало кто есть. Мы отсюда. Но это нас ни от чего не защитило? Ни от чего. Абсолютно. То есть это оказалось не гарантией от зла? Это не стало гарантией от зла. Но это наша внутренняя защита. Это внутренняя защита. Понимание это, сознание это, когда, предположим, мне человек скажет, пошла к черту отсюда, ты из России, я ему скажу, да, я из России, но я из этой России, вот то, что я вам только что сказал. Вы эту же Россию не выгоните, к чертовой матери, не пошлете ее. Я правильно понимаю, что так-то вы еврейка, а вот в этот болезненный момент вы себя идентифицируете с Россией? Наверное, я все-таки, знаете, то, что называется русская еврейка. Потому что я родилась в семье абсолютно такой, в какой-то степени ассимилированной. То есть бабушка моя замечательная, киевская бабушка, и мама из Киева, папа из Одессы, все мои корни, так сказать, мои родительские, все там. Бабушка была чудная, добрейшая. Она работала у Никиты Сергеевича Хрущева, сестрой хозяйки. Он назвал Шофа Шаламоновна. Шофа Шаламоновна, сделайте мне рыбу-фиш. И благодаря этому... Хрущев говорил. Она сумела вывести всех сестер, все семьи. Только один брат не поехал. Он закончил университет в Берлине, дядя Боря. И сказал, что единственные, кто во время гражданской войны не устраивал в Киеве погромов, были немцы. И я никуда не поеду. Я антикоммунист, и я не хочу никуда ехать. Он ушел в Бабий Яр вместе со своей семьей. А 3 сестры и все 7 бабушка вывезла благодаря Никите Сергеевичу Хрущеву. Потому что он сумел организовать ее отъезд. Она буквально чуть не на последнем поезде уезжала из Киева. Это было уже в 41-м? В 41-м, надо сказать, что и он уехал из последнего, как я понимаю. Вы одна из немногих в российской интеллигенции, кто не погнушался пойти в политику. 80-е и 90-е были временем, возможно, некоторой свободы, но все-таки не все и не многие пошли туда, где действительно принимались законы и новые правила, по которым будет жить страна. Вы в том числе занимались подготовкой механизмов люстрации. Да. О чем речь? Во-первых, я была очень сильно уязвлена тем неофашизмом, который пошел по стране тогда, с этой памятью, с скинхедами, со всей этой дрянью и гадостью. И для меня вот эта проблема была очень важна. С этого же все началось. И в 92-м году вот мы создали Холокост, центр, научно-просветительский центр. А в саму политику, вот как Гайдару, в Камату, в Думу,
Это, конечно, было очень смешно, потому что я и Верховный Совет, как это, ну, это уже была Дума, это очень смешно. Это так же смешно, как «Прошу слова» в фильме Панфилова. «Просить слово». Так и я там. Это бред. Но вы знаете, это была, если хотите, какая-то надежда, а вдруг я смогу что-то действительно сделать для этой страны. Ну а вдруг? Был такой клуб, не то избирателей, не то клуб свободы, в общем, какой-то клуб людей. Там был человек 400, наверное. И они ко мне обратились, что давайте мы хотим вас выдвигать. Я говорю, да стесняйся, что ли, я и депутат. Это обхохочешься. Какой я депутат? Нет, вот только вы антифашист, вы то. А я уже, в этом смысле, я уже, так сказать, была известна и своими и статьями, и выступлениями, и то, и все 50. Я говорю, да ладно, тем черт не шутит. Ну, а вдруг? Вот это было только так. В этом было какое-то актерство. Вы хотите, чтобы я была депутат? Ну, давайте попробуем. Но если я уже пробую, то я уже делаю это по-настоящему. И я, не имея ни копейки денег, мне дали $1000. Вся моя избирательная кампания мне дала Аркашка Мурашов, команда была, дал мне $1000. Я на эти $1000 сделала листок. Газетный листок на плохой бумаге, где самые замечательные люди: Чурикова, Захадер, Боря Васильев, Миша Казаков, тыр-тыр-тыр-тыр, говорили о том, какая я замечательная. И вот этот листок ходил по квартирам. Было всего там 1500 экземпляров этого листка. А так я ходила и говорила, высказывалась, встречалась с людьми. У меня была, помню, встреча вместе с Рогозиным, нынешним Рогозиным. Вот Он тоже давно в политике. Да, он так в ней остался. Вот. И была двойная такая встреча, был полный зал, и что-то он говорил, и что-то его там спросили, и он как-то нехорошо, не то чтобы открыто, но противно сказал о евреях, которые сделали революцию. Вы знаете, вот евреи во многом виноваты, что вот во время революции. Ну, я так сказала, если еще раз вы будете в чем-то обвинять евреев, я немедленно отсюда ухожу. Нет, простите, я больше не буду. И вы знаете, впредь он каждый раз подходил и говорит, я перед вами извиняюсь. Вот еще типаж. Ну вот, короче говоря, такая была бешеная кампания. И вот этот клуб, эти 400 человек, ни за что, без копейки. Это сейчас, вы знаете, это миллионы стоит, когда избираются. Они ходили за мной, ходили за меня агитировать, ходили. И в конце концов я победила. Всех победила, вышла просто на первое место в этом районе. Ну, район-то какой-то прекрасный был, аэропорт. И вот, когда уже было известно, что я победила, я собрала весь этот клуб, думаю, я же должна их как-то отблагодарить. Как Бог услышал. Нашелся какой-то бизнесмен, который прислал мне пакеты для мужчин, новогодний подарок, для мужчин галстук и бутылка водки, для женщин колготки и коробку конфет. Это был 93 год. Вот все собрались, все эти 400 с чем-то человек, я их всех благодарила, и все, и стала я депутатом. Про иллюстрации. Чья идея создания закона о иллюстрациях и почему это ничего не реализовалось? Ну, идея была какая-то общая. Сформулирована она была Егором на нашем совещании «Выбор России». Мы начали готовить документ. И у нас не получилось. И следующий заход, когда билась Галя Старовой, то тогда не было. В следующий уже меня не было. Галя билась за это со страшной силой. Это была просто главная ее задача. Ничего не вышло тоже. Не получилось. Это чекисты так сопротивлялись? Это было совершенно активное сопротивление, сознательное и продуманное. Они этого не хотели. Что бы изменили иллюстрации, будь они законодательно оформлены? Они бы очистили, извините меня за эту формулировку, очистили ряды. Они бы не дали возможность, мне кажется, так возродиться КГБ. Потому что это все вышло оттуда. Вся эта команда, она вся была там. И лишить их корней, это было бы такое очищение, что я думаю, что мы даже не представляем себе сейчас, насколько это было бы важно. Чем из сделанного в Госдуме вы гордитесь? Но прежде всего своими слушаниями. Я организовала первые и последние слушания об опасности фашизма в стороне победившей фашизм.
Это был 94-й год. Я билась, не знаю, как за это. Был такой Рыбкин у нас. Вот тогда. Иван Рыбкин. Иван Рыбкин. И вы знаете, в конце концов, я его добила, он разрешил эти слушания. Наша фракция была, естественно, и «Яблоко». Больше никто не пришел, хотя называли многих. А тех сволочей было очень много. Жириновский назвал вообще кучу. Я говорю тех, потому что я помню, что они все сидели слева, а наших так немножечко сидели справа. Я просто вижу перед собой. Потому что когда я выступаю, я помню эти ряды такие еле-еле 10 человек, 20 человек, а там прям толпы. Мало чего добились, потому что задумывали много. У нас был очень хорошо продуманный закон, очень хороший закон о кино, который мы делали вместе с Медведевым, С Роем Медведевым. Да, очень хороший был закон о библиотеке. То есть я в основном работала по этой линии, по линии закона, связанных с культурой. Но ничего не прошло. Вообще была фракция, конечно, фантастическая, забыть не могу. Мы действительно делали дело. Мы думали, что мы можем что-то изменить. Не кажется ли вам, что глобально вышло так, что, как в том зале, вот вас какая-то очень маленькая кучка, и вот огромное большинство, которое всегда будет против вас, и вы всегда проиграете? Но если так думать, то тогда вообще ничего не надо делать. Может быть, можно прекрасно вышивать, вязать. Есть же куча замечательных дел в жизни. Можно просто быть профессионалом в каком-то своем деле. И не думать совершенно о том, что там что-то такое. Есть люди, есть жизнь, есть права человека, есть суды, есть достоинство, есть честь, есть правда. Обо всем этом можно не думать, а жить себе в своей квартире. Можно? Ну, наверное, кому-то можно. А вам? Мне нет. Ну, наверное, это тоже самонадеянно, наверное. Нет? Может, это самонадеянно. Алла Ефремовна, мы встречаемся с вами еще раз на самом деле, потому что... Я счастлива. Я тоже счастлива, но повод не очень. Не прошло недели с тех пор, как мы с вами расстались. Вы говорили, что одно из важных ваших достижений – это борьба и, в общем, победа над антисемитизмом в России. Что вы почувствовали, когда 23 октября узнали новости из Дагестана? Вы знаете, я же все-таки 32 года в Холокосте, то есть я имею в виду в теме Холокоста. И я настолько ошпарена этой темой, настолько я к ней не привыкла за эти годы, потому что я так и не поняла, как такое могло быть. Я так и не поняла за все это время, что есть человек, который способен на то, чтобы сидеть и мыслить, как лучше сжигать, как лучше уничтожать, как лучше душить детей и так далее. Это же люди были, мужи, ученые, которые из лабораторий специальных. И вот это меня мучило всю дорогу, что я занималась Холокостом. И вот опять Холокост. Вот опять, и теперь уже очевидный, явный. Не тот, который я не видела, а только читала, изучала по книгам, по материалам, по документам, по фотографиям. А вот очевидный, мне показывают кадры. Вот оно опять началось. Убить евреев. Где тут евреи? Покажите евреев, дайте нам еврея живого. Когда они бегали по этому аэропорту и искали еврея, чтобы его уничтожить, убить, в турбину заглядывая. И вообще творили что-то немыслимое. Я подумала, ну что, я опять ничего не понимаю. Это что? Это бесконечность? Холокост – это бесконечность? Холокост не имеет предела? Холокост – это навеки, навсегда? У меня было такое жуткое состояние, я вам передать не могу. Вы думаете, эти люди действительно понимали, что они ищут евреев, и если бы они нашли еврея, они бы что-то ему сделали плохое? Нет, я не думаю, что эти люди понимали, что вот они ищут евреев. Им сказали, что евреи – это враги. Вот есть цель, есть мишень, а возбужденная толпа ей очень важна мишень. В данном случае мишень была евреи. Я думаю, что если бы нашли еврея, во всяком случае, избить сильно избили бы. Послушайте, я была свидетелем, когда в 1953 году, когда было знаменитое письмо Лидии Тимошук о врачах,
отравителях, вредителях, евреях, да? Так вот, у нас такая у Красных ворот, я жила тогда там, в Москве, у Красных ворот, там была чудненькая аптека такая. И в этой аптеке был замечательный Арон Моисеевич провизор. Его очень любили. Он делал всякие капельки, его женщины обожали. Ну, такой типичный провизор, такой самый-самый-самый настоящий. Так вот, на моих глазах, я в этот день вошла в аптеку, я увидела, как женщины вытащили из его каморки этого несчастного Арона Моисеевича и стали его бить. Немного было нужно для этого, оказывается. Совсем немного. Я тогда, помню, стояла потрясённая, вообще ничего не поняла. Ты наших детей травил, ты наша жидовская морда наших детей травил. Между погромом в Доме литераторов и погромом в аэропорту Махачкалы прошло почти 30 лет. Да. За эти 30 лет в России не было вспышек антисемитизма? Не было. Как вы считаете, сегодня эти настроения возможны? У нас очень многое зависит от вождя. Как царь-батюшка скажет, так оно и будет. Так оно и было, кстати говоря, и в царской России. Прекрасно мы знаем, какие были погромы и как это поддерживало Николай II и Александр III. А тут антисемитизм, конечно, такой скрытый и полускрытый, и не скрытый. Он был, есть, и страшно сказать, слово «будет». Поэтому, если будет какая-то ситуация, какая-то экономически сложная ситуация, какие-то будут сложные моменты в жизни общества, когда общество будет недовольно, общество будет возбуждено своим недовольством, общество будет хотеть как-то выразить это свое недовольство, то если в кране нет воды, как известно, ее выпили жиды. Поэтому все возможно, если это как-то будет подстегиваться и приветствоваться. Не впрямую, как-то косвенно, как-то по-разному, не знаю. Не знаю, но такое возможно. Такое возможно. Месяц назад вы бы так сказали? Я бы, может быть, так не сказала бы. Но то, что такая возможность всегда есть, я всегда так думала. Что возможность эта, такая потенция существует. Нападение Хамас на Израиль, как оно вообще, по-вашему, изменит мировой расклад сил? И повлияет ли оно на ситуацию, в том числе и в России, и в Украине? К сожалению, он уже повлиял. И повлиял очень противно. И гнусно, и страшно. Все эти антисемитские выступления, все эти митинги, вся эта народная волна в разных странах. Не только поклонники Хамаса, и не только мусульмане, и не только, так сказать, поддерживаемые Кораном. Очень много людей, которые вполне, так сказать, и христиан, и православных, и каких хотите, которые выходят на эти отвратительные идохопские митинги. Очень изменился, мир страшно изменился. Он возненавидел Израиль, потому что Израиль борется, Израиль воюет, а когда война, да, это ужасно. Погибают мирные люди, это ужасно, правда. Но он воюет, он ничего не может сделать, он старается как может. И у меня такое ощущение какого-то жуткого одиночества Израиля и не меньшего одиночества Украины. Вот две страны, воюющие сейчас, они очень одиноки. Каждый старается как может, и каждый в какой-то степени мир не очень протягивает к нему руки. Пожалели ли вы сейчас, что вы не в Израиле? Я все время думала о том, что мне бы надо было быть, вот сейчас надо быть в Израиле, потому что надо быть со своим народом. Народ в беде, в такой беде. И было бы правильно, если бы я была бы сейчас там. Но, к сожалению, я вот очень болела и болею, и вряд ли у меня хватит сил сейчас. Ну, что притворяться? Я могу так высокопарно говорить, я хочу быть с моим народом, я хочу это, то. А сил у меня на это нет. И я, конечно, я не поеду сейчас. Хотя думаю об этом все время.
Про несколько человек важных в вашей жизни, но не только в вашей жизни, но и в жизни страны, я хотела бы поговорить. Вы написали книжку об Инне Чуриковой. Вы дружили? Да, очень. Это была одна из моих очень близких, моих сердечных подруг, я бы сказала. Особенно, был такой период как раз до книжки. После книжки мы разошлись, к сожалению. И это была одна из очень серьезных трагедий моей жизни. Там была такая история, не знаю, можно ли это говорить, но она сказала честно, что она потом уже говорила во всех своих интервью о том, что Захаров мало ее приглашал. В книжке сказала. Она сказала это в книжке. И я еще ее 5 раз переспросила, оставляем, она сказала, оставляем. А когда Захаров прочел это, он устроил дикий скандал. Хотел сказать, что он его вообще уволит, раз он такой посмел о нем написать, что это неправда, что он ее всегда любил, ценил, брал спектакли, что не так. Что не так. Она сказала правду. Короче говоря, Инна, в общем, они написали в издательстве, что она этого не говорила. Я очень страдала. Очень. 5 лет, по-моему, я страдала. И вот была аудиенция спектакля, и я была на спектакле, и Глеб меня, встречает и говорит: вы не хотите зайти к Инночке? Я говорю: да, хорошо, я зайду. И я к ней захожу в гримерную, она меня видит, встала передо мной на колено и сказала: простите меня. Такая история. Поэтому я с ней сейчас прощалась, как с самым-самым-самым близким человеком. Я все забыла. Простили? Конечно. Я понимаю, что это все было очень ей тяжело, и Захарова, и вся. Это же актриса. Ей же хочется играть, ей не хочется никаких конфликтов с режиссером. Одного я не понимаю, зачем надо было жаловаться на меня. Потому что это было очень грустно. Ладно. Нет, все забыто. Вы близко дружили с Егором Гайдаром. Да. Человеком, который сыграл одну из ключевых ролей в том, какой пыталась Россия стать в начале 90-х. Что это был за человек, что вас связывало, и как вы сегодня оцениваете то, что Егор Тимурович пытался сделать? Я могу вам сказать, что все-таки я давно же живу. Таких людей, как Егор, такого света человека, может быть, был еще, не может быть, а точно, был Евгений Григорьевич Ясин. Такого света. Они же соратники были, в общем-то. Да, конечно, они были соратники. Нет, там было много других соратников. Да. Но я хочу сказать, что вот по этому волшебству какого-то отношения к жизни, как какой-то замечательной, великой необходимости ей отдаться. Делать все для этого. Делать для этого все. Жизни или страны? А это и была их жизнь. Вы знаете, я не побоюсь сказать этого. Для Гайдара это было для страны, и для Евгения Григорьевича то же самое. Да. Потому что часто складывается ощущение, что у тех людей, которых, так общо очень называют реформаторами, что да, они старались что-то сделать, но основная их идея была собственная карьера. Да нет, да ни в коем случае. Это я про Гайдара сейчас говорю. Никогда. Вы знаете, буквально за 3 недели до его смерти мы с ним были в Польше на каком-то там симпозиуме, и после этого пошли, выпили с ним бутылку вина, сидели, говорили. У него глаза были полны слез, когда он говорил о том, что меня так и не поняли, меня проклинают. Представляете, Аллочка, вот так жить с этим проклятием. Меня не поняли, я же хотел все сделать. Конечно, я не успел. Конечно, не все получилось. Конечно, мало что получилось. Потому что вообще не дали времени. Сколько я там вообще был? 6 месяцев. Я только сел, я только начал управлять этим составом. Меня вышвырнули из этого паровоза, и он попер куда неизвестно. Что хотел сделать Гайдар? Гайдар хотел сделать так, чтобы освободилась собственность, чтобы собственность принадлежала людям, народу, чтобы это была нормальная капиталистическая, демократическая страна. Он считал, что сначала надо создать экономическую базу, а дальше, мол, само пойдет. И судебная система, и права человека, и пресса, и это все, что есть сама система. Он считал, что экономика, как какая-то громадная такая матка, она все
сумеет напоить всю систему, сделать ее демократической. Она будет основой, она будет вот этой маткой. По-видимому, я так сейчас понимаю, это была его ошибка. Во-первых, надо было людей как-то к этому подготовить. Надо было людям объяснять. Им некогда было. Потому что сейчас ведь он написал все доподлинно, до каждой циферки, в каком состоянии была экономика, что не было уже ничего, что еще буквально недели, и хлеба уже бы не было в состоянии. Ничего не было. Он спешил, он очень спешил. И дальше он считал. А дальше мы постепенно. На это постепенно у него не было времени. Ему его никто не дал. И все, и он был проклят. Случилось... А почему проклят только он, а многие его соратники по-прежнему работают? Потому что было имя Гайдар. Им было плевать на то, что думает о них народ, прямо скажем. А он плакал от того, что к нему так относится его народ, для которого он старался все сделать. Вот такой он был человек. Он был, знаете, вот есть такая порода голубоглазых людей. Даже не обязательно цвет глаз, но они голубоглазые. Вот таких людей я видела в Израиле, тех, которые делали эту страну, которые лопатой и киркой и ружьем делали такие голубоглазые люди, какие-то особенные совершенно. В кибуцах я таких видела. Вот Егор был таким голубоглазым человеком. Я видела, как он плачет из-за того, что его проклинают, что он это знает. Он был, конечно, потрясающий. Он настолько был бескорыстным. Он настолько был... не думал о своем кармане, о своих доходах. У него была какая-то обычная дача, и ничего у него не было вообще. Вообще ничего у него не было. Но какой он был человек. Перед каждым заседанием мы встречались, не пропускали ни одного раза. Как всегда это было важно, как это было интересно, как точное слово. Он же был довольно твердый, жесткий, одновременно с тем, что он был очень такой добрый и мягкий, он был одновременно очень жесткий человек. Он был очень крепкий человек, он был такой очень волевой. Он эту страну любил, он хотел ей счастья, искренне, абсолютно. И шел вот на то, что был настолько не понят. Потому что действительно потом начались тяжелые годы, и люди к этому были не готовы. И тут и были ошибки, и у него были ошибки, и промахи, и людей не подготовили ко всему тому, что произошло дальше. И надо было все это исправлять. И он тогда мне говорил, мы каждый раз, там надо было что-то корректировать не каждый час, он говорил, а каждую минуту. У меня же не было на это времени. Он же удивительно, он все равно пытался все время что-то делать. Пытался, даже и Путину он давал советы. Понимаете, он все понимал, но для него главная была сторона. Это правда, что если образно говорить, то можно сказать, что Егор Гайдар умер от тоски? Да, вы очень точно сказали. Очень точно. Он и пить стал. Тоже было. Это от тоски. Совершенно очень точно сказали. Скучаете вы по нему? Очень. Очень, необходимо. Я его называла Егор Тимурович, он меня Алочка. Было очень смешно. Я намного старше его. Вот такая одна из историй. 94-й год, 95-й год надо было встречать, Новый год. Егор мне звонит и говорит, Алочка, тут меня приглашает, извините, Лукашенко. Он открывает какой-то замечательный санаторий в Таганроге, под Таганрогом. И приглашает, чтобы я собрал компанию, и вот никого там не будет, кроме нашей компании, встречать там Новый год. Соберите хорошую компанию, вот я вас прошу. И мы поедем все, чтобы были хорошие. И я собираю потрясающую компанию. И Фазиль Искандер, и Марк Розовский, и Надя Лиходеева, и в общем, кого там только не было. И тут начинается война. И он мне звонит, когда уже все, мы должны ехать. Он говорит, Аллочка, я не поеду. Идет война, отвратительная война, я не имею права ехать. И я не смогу там не встречать никакой Новый год. А вы поезжаете, вы все обязательно поезжаете. И мы все обязательно поехали, между прочим. И даже Тимур поехал, его папа, а он не поехал. Я сказал, нет, я не поеду. Потому что это именно даже в его интонациях, как потом я это поняла, было именно его осознание, что это такое. Еще один близкий вам человек, Галина Старовойтова. Это как раз я тот человек, дружила. Который понимал весь ужас чеченской войны. Она все понимала, как никто. Вы знаете, она была очень сильная, она была очень крепкая. Вот президент был, готовый президент, абсолютно.
Это было просто спасение для России. И именно она, вот не Гайдар президент, а президентом должна была быть Галя Старовойтова. Она была создана для этого. И характером, и своим и волей, и своей крепкостью какой-то, и своей даже грубоватой жесткостью такой. Ну, все в ней было для того, чтобы взять это все в свои руки. Очень мы с ней много, я же много занимался этим антифашизмом, и она то же самое. У нее листок был такой в Питере, связанный с антифашизмом. Я даже думаю, что там, эти силы были и призваны ее убить. Ну, в общем, так как ничего мы не знаем. А у вас есть идеи, что стало, не знаю, точкой невозврата для Старовойтовой? Вспомните, какое это было время. Это было время расцвета, в кавычках, наших неофашистских организаций. Она была очень активным антифашистом. Они ее ненавидели, потому что у нее была трибуна, у нее было громкое слово. Я думаю, что это те силы, которые либо сами, либо, так сказать, наняты. Но их руками это было сделано. Безусловно, их руками. А сами ли они были инициаторы или нанятыми, это я уже не знаю. Но, во всяком случае, опять вот, так бывает, мы с ней буквально тоже очень незадолго, за несколько недель буквально, чуть не за 2 недели, сидели в Доме литераторов, обедали. Что-то она какая-то грустная была. Я говорю: Галь, может быть, стоит отдохнуть? Ты же устала. И сейчас у тебя как-то все хорошо в науке. Она же замечательный научный работник. У нее была защита докторской. Потом после долгих лет какого-то такого женского не получалось у нее какой-то женской судьбы, какие бы это хотелось. Она встретила человека, с которым ей было очень хорошо. И как-то все вот так вот шло, что уже все. Я говорю, может быть, надо уже от всего этого отойти сейчас и просто вот пожить так, как ты могла бы в науке, в семье, как ты тоже хочешь и любишь. Она говорит, в России нельзя уставать. Если устанешь, то все. Она не устала, но было все равно все. Именно потому, что она не устала. Почему в 90-е годы стало возможным такое мощнейшее возрождение сталинизма, антисемитизма и других видов фашизма? А вы знаете, это все очень понятно. И тут такой парадокс интересный очень. Потому что это была свобода. А когда свобода, то лезет все. Потому что мог орать, и, извините меня, памятник, или какой-то там Асташвили, или кто-то ему подобный, мог орать какая-то коммуняга с нечеловеческим голосом, мог орать еще какой-нибудь там черносотенец или кто угодно. Каждый мог орать. И когда разошлось все это, хотя бы взять антисемитизм, и я говорила и сказала Ельцину, что тут надо что-то делать, он сказал, рано, народ нас не поймет, пожалуйста. Надо что-то предпринимать, потому что это свобода. У нас сейчас свобода. Мы должны еще, так сказать, дать людям разговориться, разораться, еще что-то, если только они не совершают преступлений. Когда Асташвили организовал этот поход в Дом литераторов, это было преступление. Он сорвал нам собрание, он ворвался с бандой в Дом литераторов. В расцвете перестройки, на крыльях перестройки писатели стали выходить из этого нашего КГБшного союза писателей, и мы организовали такое вот независимое движение писателей «Апрель». И было одно из заседаний, одно из первых наших заседаний в Доме литераторов. Там было человек 500, наверное, которые пришли на это заседание. Я сидела внизу, выдавала клубные карточки. И вдруг сверху стали бежать люди, кричать: «Бежим, уходим! Провокация, провокация!» Я ничего не поняла, в чем дело вообще. Я говорю, что случилось? Там провокация, там пришли антисемиты, пришли фашисты. В общем, какой-то такой бред шел сверху, и люди бежали. Бежали. Нас там было что-то 500 человек. А их, как выяснилось потом, было человек 70. И от этих 70 500 бежали. Вот что меня потрясло тогда. Я побежала наверх, увидела этот зал. Там стоял шум, ор. Какой-то неведомый мне тип, мегафон, орал: «Жиды, убирайтесь в Израиль, мы вас всех перережем». Тум-бум-бум-бум-бум. И все, значит, жуткая паника какая-то.
тетка с авоськой, как на всю жизнь я это запомнила, размахивая авоськой, значит, била всех, кто попался ей под руку. Какие-то парни прыщавые носились там и давили на наших бедных несчастных писателей. У нас в основном там были поэты, переводчики, вся такая супер очкастая интеллигенция. И вот эта вся очкастая интеллигенция, она побежала, и мы тогда встали, у нас человек, наверное, 10 встали на лестнице Дома литературы. Знаете, это большая лестница. Сказали: куда вы бежите? Это наш дом. Это наш дом. Куда вы бежите? Это мы должны их выгнать. Там такая была антисемитская мерзкая газета «Пульс Тушина». И редактор этой газеты подошел ко мне и схватил меня за воротник и сказал: тебя, жидовка, мы зарежем в собственной постели 5 мая, день печати. Я рассказала об этом Юрию Щекотехину, который вел передачи тогда по телевизору. Он рассказал об этом, не ссылаясь на меня, рассказал об этом по телевизору, что вот готовится погром 5 мая. Вся алия вот этого 90-х, начала 90-х, это был результат вот именно того, что все боялись погромов. И весь этот погром, который был в Доме литераторов, он, в общем, произвел очень сильное впечатление на людей. Потому что как прорвались в Дом литературы, куда вообще без пригласительного там пропуска не пройти, как прорвалось такое количество людей. В общем, все побежали все-таки. Наконец пришла милиция, которую вызвали, и они схватили этого Асташвили и куда-то его повели, а мы пошли в милицию. У нас группа была людей, таких энтузиастов, которые были в бешенстве от всего этого. Мы все рассказали, что там было. И была одна женщина среди нас, которая все сняла на видео. Так что у нас был документ. А дальше я стала биться, чтобы был процесс. Все писатели мне говорили: алкоплюнь, собака лает, и потом опасно. Мне же угрожали много. Угрожали, писали, что звонили и так далее. Я говорю: нет, в памяти моей бабушки, погибшей в гетто в Одесском, и моих братиков, и моих теть, и всех, процесс этот будет. Вот будет, и все. И был такой, он сейчас уже умер, писатель, русский писатель, что я подчеркиваю это, потому что это очень важно. Все отказались биться со мной за этот процесс. А вот он со мной ходил везде и всюду. Везде мы ходили по прокуратурам, давали здесь заявления. И, наконец, все-таки возбудили уголовное дело, потому что его отпустили, этого Асташвили. И он спокойно жил в Москве. Его взяли, подписка о невыезде, и был процесс. И очень такой шумный процесс, о нем много говорили, много писали. И на этом процессе наших, так сказать, нормальных, это зал городского суда, это был в городском суде. Левая часть была забита памятниками. Они ходили. Это общество память. Общество память, да. Памятники мы их называли. А право – это мы, демократы. У нас всегда было, человек 20, может быть, максимум. Самое главное, что судья такой, Муратов, с которым я даже подружилась, он как-то очень хорошо к нам отнесся и ко мне. Мы даже по телефону с ним разговаривали. Он дал ему год этому Асташвили. Год тюрьмы. Это много или мало? По тем временам это было крупнейшее событие, потому что такого еще не было. Но то ли он повесился в тюрьме, то ли его повесили. Очень быстро его не стало, этого Асташвили. Но шум был большой, и разговоров об этом было очень много. А это был первый процесс против антисемитов в современной России? Да, первый. И последний? В общем, да. С кем бы вы сейчас хотели поговорить о том, что происходит? С Ясиным. С Евгением Григорьевичем. С Женечкой. С Женечкой мы всегда говорили о всех событиях, какие были. Я звонила, говорю: Жень, надо поговорить. Я ехала к нему или к нему на работу. Мне всегда нужен был его мудрый какой-то, даже не совет, не такой советчик даже был, просто его мудрое какое-то размышление. Он, конечно, был очень добрый. Бесконечно добрый. Может быть, в нашей стране это так нельзя. Нельзя, может быть, таким добрым. Может быть, надо быть злее. Он пытался всему как-то найти какое-то оправдание, найти какие-то причины. Вы работали же в Институте экономики переходного периода? Ну да, так, это чисто общественная такая была. Над законом я не работала.
Какое событие в новейшей истории России вы считаете точкой невозврата, после чего уже ничего нельзя было изменить, и все шло к тому, что происходит сегодня? Не знаю, может быть, выборы 96-го? 96-го года все-таки, вы знаете, потому что сейчас я понимаю, что должны были быть выборы. А тогда я не понимала. Тогда я честно не понимала и не хотела, чтобы победили коммунисты. И боялась этого как огня. Просто боялась за страну, которая совершенно этого не боялась. Должны были быть выборы. И, может быть, после бы этих, если бы они были бы нормальные, может быть, тогда бы не произошло всего того, что произошло потом. Может быть, это были бы настоящие демократические выборы. Пусть бы даже страшно подумать, победил бы Зюганов, это вообще как какой-то ужас. Но это были бы выборы. И через какое-то время были бы другие выборы. И мы бы вошли в колею демократического состояния. А так мы вышли из этого пребывания и уже вернуться так и не смогли. Во главе страны должны быть интеллектуалы, должны быть умники великие умники, честные великие умники, как Гайдар, как и Евгений Григорьевич, как Галя Старовойтова. Вот такие власть имущие должны быть во главе страны. И они знают, и слава богу, и пусть они будут окружены такой же командой, как они. И пусть мы им будем верить, и пусть мы им будем доверять, и пусть они объяснят народу, чего они хотят, и как они хотят, и куда они хотят. Пусть они будут близки в своих размышлениях. Пусть их бессонные ночи станут нашими бессонными ночами. А вы правда думаете, что такая конструкция в России возможна? Нет, я правда так не думаю, к сожалению. Это идеальная такая картинка из несуществующего будущего. Что самым важным оказалось в жизни? То, что у меня сын есть. Самое главное. Я не представляю себе, чем была бы моя жизнь, если бы не было сына, если бы не было моих внуков, если бы не было дома, семьи. Очень это было важно. Семья, дом, папа, мама, бабушка. А потом, когда появился сын, а потом появились внуки. Это для меня самое важное. Я даже скорее про качество, которым вы обладаете. Вот что из этого? Умение прощать, умение любить, умение терпеть. Прощать. Вы легко прощаете? Нелегко. Но к этому уже идешь через какие-то переживания, есть какие-то тяжелые моменты. Потом это отходит, и ты сама освобожденная, потому что ты просила. Это такая свобода необыкновенная. О чем вы сейчас больше всего жалеете? О том, что жизнь проходит, если говорить честно. Я очень люблю жить. Мне нравится это занятие. Я жалею, что я очень много не успела в этой жизни. Не успела написать, дописать. Я всегда куда-то бежала, спешила. Там не успела, тут не успела. В итоге я не написала, наверное, тех книг, которые могла бы, наверное, написать. Мало с собой бывало. Не потому, что я такая замечательная, а наоборот, потому что надо было себя наполнять, всегда не хватало времени, всегда я куда-то неслась, всегда какие-то переезды, самолеты, командировки. Но я за это хваталась, не надо было обязательно куда-то нестись. И в результате я пронеслась мимо многого. А главное, той тишины, которая необходима в жизни. Ее должно было быть гораздо больше у меня в жизни. Ее было очень недостаточно. Я не дочитала очень многих книг. Это главное мое к себе. Даже не претензия, а просто приговор. Просто приговор. Что я все время бежала. Я была страшно как-то упоена своей работой, журналистикой, поездкой, жизнью. И вот эта жизнь, какой она была у меня, она часто... Все мои статьи я могу подписаться под каждой, Катя. Под каждой. Вот говорю вам абсолютно честно. У меня нет статей, от которых бы я отказалась бы сегодня. Но ни одной. Я очень честно все писала. И вообще считала, что я пишу очень острые статьи. Но захлёст жизни у меня был очень большой, конечно. Я очень это занятие любила. Саму жизнь? Саму жизнь. Что будет дальше? Какая-то была шутка. Дальше было раньше, помните? Так я боюсь, что дальше тоже было как раньше. Мне страшно.
Не страшно до какого-то сжатия себя, до какого-то превращения себя в какой-то комочек, а страшно за всех наших детей, за внуков, в каком обществе они будут жить, в каком мире, даже не в обществе, даже не в стране, а в каком мире они будут жить. Что это за мир сегодня? Что это за мир, который такой злобный, такой полный какой-то ненависти, ожесточенности, азарта ненависти? В какой мир входит моя внучка? Не знаю, не понимаю. Вот за что мне страшно. Мне страшно очень и за Израиль, и за всех нас. За всех нас людей. Все-таки людей же еще много. Не все люди, но они еще есть. Вот за всех нас мне страшно. Как нам выживать? О чем вы сейчас мечтаете? Я мечтаю, чтобы сын снял еще одну картину в ближайшее время. Нет, чтобы он снял много, но чтобы я успела ее увидеть. Я об этом говорю. Я мечтаю, чтобы мой внук, чтобы у него была хорошая выставка, чтобы он то, о чем он мечтает, сделать сейчас новое в живописи, чтобы он это сделал. Я мечтаю, чтобы моя Лиза закончила вышку, а может быть не вышку, а что-нибудь еще, и нашла бы себя. Вот я хочу это еще увидеть. Мне сейчас главное они. Все мои мечты сейчас связаны с ними. А они связаны с Россией. А они связаны с Россией. Совершенно верно. Абсолютно верно. Что должно случиться, чтобы вы все уехали? Я считаю, что вообще это все случилось. Может, это даже не любовь, может, это даже какая-то инерция. Это очень мучительный для меня вопрос. Это моя мука, а не решение. А так-то вы счастливый человек? Да, да, конечно. Я очень счастливая. Я очень счастливая. Я любила мужа, любила и не только мужа. Я очень люблю своего сына и своих внуков. Я люблю своих друзей. Я безумно богатый, я миллионер, я миллиардер. У меня друзья, которых я люблю. И все, что я хотела, в общем, все, что я задумала, я сделала. Журналистом хотела быть, стала. Критиком хотела быть кино, стала. Кино заниматься, стала. Что-то делать для страны, для общества, стала. Ненавижу антисемитизм, ненавижу фашизм во всех его мерзких проявлениях. Сделала много, сделала «Центр» вместе с Ильей Альтманом. В общем, я как бы все сделала, но все недостаточно просто. Просто мало. А так... жизнь, получается, короткая, да? Очень. Очень не хватает. Это самая большая беда. Но я счастливая, потому что, в общем, я прожила свою биографию. Вот я как бы сказала. Очень многие люди проживают чужую биографию. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Справедливость. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина. Истина. Истина.